На самом деле утро не очень доброе, потому что у меня произошло воспаление глаза. И вообще под вопрос, буду я участвовать в гонке или нет. Но мы, тем не менее, едем, потому что и рулить надо, и все такое. И велосипед сложен уже. Че, обратно раскладывать, что ли? Вот и посмотрим, что из этого выйдет. А что, решили там уже это делать? Да. Давай что-нибудь засунем ему в рот. Что? Что-нибудь в рот ему засунем давай. Ну что, почти подъехали к Новосибирску. Почти подъехали. Дарья кушает и сейчас снова сядет за руль. Два пассажира сзади на панике, потому что я записываю на телефон одновременно и рулю. Дарья тоже, наверное, кусок в горло не лезет. Дорога хорошая, переживаем все за велосипеды, которые там примотаны, замотаны сзади. Но дождик пару раз пошел. Вот так и едем. Никита утверждает, что это были аэроколеса. Тебе не нравится в Новосибирске, Дарья? Нет, как-то без души. Где-то я тоже слышал. А тебе, Никита? Мне вообще не нравится. Какой-то бесконечный город. Ты вообще Едешь, велосипеды едешь. все хочешь что-то забрать? Да, на велосипеде было быстрее. На светофорах не надо будет останавливаться. Можно Чё- сквозь пешеходов проезжать. Что у вас вообще за бардак там сзади? Это Дима. Творческий беспорядок. Ест шоколад, конфеты. Да вообще. Триатлет, вот Углеводная загрузка. у него. Никита поехал с нами, объясняю. Никита поехал с нами как саппорт, так называемый, который жрет и бесит нас тем, что жрет сладости всякие сейчас, всю дорогу. Понимаете, вот что за человек? Наставник духовный. Я за вас Надеюсь, хоть страдаю. велосипеды соберет нам. Да Это не, ладно. Я усну. Посмотрим. Что, нельзя было завтра покататься? Я остановился. Куда летишь? Ну вот, наши сокомандники уже тут разминаются вовсю. Чё ты? Почини меня полностью. Там все трещит, скрипит. Никита, ничего не делай. Если хочешь ночевать в квартире благоустроенной. Поверите нам, вы не захотите там ночевать. Совсем. Откуда ты знаешь? Я знаю. Почему? Они же не в нашем. Ну понятно, у нас там вообще некуда. Вы к нам хотите? Конечно, к вам, но нас выгнали. Там У нас есть секс-дела. Где тут разворот? он уже убит. Изнасилован. Ну что, как там? Ну что, проехали сейчас? Где разворот? Дальше? Вам туда далеко, вы не с той стороны приехали. Что, как доехали, нормально все? Мы доехали нормально. Вы скажите, как там, что интересного там? Нормально все? Организация, как вам там бодибилдинг, организация? пляж, Пойдем. все дела. Бодибилдинг? Сейчас пойдем на Гели постапати. продают. Понятно, фитнес-тренера, бодибилдинг кто только интересует, правильно? Нет, я не фитнес-тренер сам. Почему? Ну, давно уже не В смысле фитнес-тренер. не фитнес-тренер? А кто Давно ты? не А фитнес-тренер. кто вы? Кира Я Владимировна. специалист по движению. Специалист по движению? Да. Специалист по движениям или по движению? Ю. Куда? К целям? К целям, Вы конечно. Конечно, конечно. Спортивный тут. Да. Ну что, мы на месте? Приехали. Дорога довольно-таки легкая, особенно когда два водителя, но проблема в другом. Не знаю, вообще буду ли участвовать в гонке завтра, потому что глаз красный, ослепнуть не хочется. В целом у меня кератит уже был, но тем не менее я купил лекарство, начал уже лечение, вроде полегче мне стало уже. Но все равно, короче, такое, ну, не очень круто. Поэтому не знаю, посмотрим завтра утром свое состояние, и если все ок, в целом буду стартовать. Вот. Идем по беговому этапу. Беговой, понятный этап. Сейчас посмотрим, что там дальше. А, они что, сюда подъехали, получается? А вот здесь финиш у нас будет. Мы прошли по велоэтапу, видели штрафную зону, баннеры, знаменитые 3 трубы. 3 трубы знаменитые. Гресс. Если надо. Страховка. Сейчас Димке дадут все, что нужно.
Слепа обладатель. Зачем это делаешь? Так надо. Никита, что примерно по времени это все дело займет? Какое? Закрутить? Ага, все, минут 15. Ага, Совет от опытного мужика можно? конечно. Как выиграть? Ой, первое, надо выспаться, хорошо покушать углеводов вечером, а утром кашки. Все, и вперед. А как же овес? Овес, ну утром вот овес и надо поесть. Ладно. Желательно с курагой и изюмом. Хорошо. А что на гонке надо сделать, кроме ну, вот, На гонке нужно крутить педали и как можно быстрее. понятно. Все, получили пакеты. Саппорт, наш саппорт. Саппорт Колганов триатлон. Шапочки подписали. Сейчас пойдем, наверное, есть. Привет, рука жирная маленько. Вот так вот. Да. Диме не хватило пасты, поэтому он догоняется. Сосиска в тесте. Как не хватило? Главный враг решил съесть мороженку, которая предназначена на завтра вообще. Завтра я еще куплю. Кира Владимировна готова. Мне подкрутишь завтра, что надо? Сейчас подкрутить. Когда завтра? Веломастер очень востребован. Все, поехали? Пришли посмотреть плавательный этап, собственно. Вон буи вдалеке. Непонятно, по каким оплываем. Посмотрим на схеме, потом подробнее. Кто-то уже плавает, он человек. Решил накануне проверить. Нет, спасибо, присоединяться не буду. Тут празднование происходит на сцене. Ну что, какой план? Человек, который съел сосиску в тесте. Какой на завтра план? Забегаем и плывем, да? Да? А мужик простой? Вижу триатлон. Вижу бой, оплываю его. Смотрите, вон радуга. Мы посмотрели погоду только что, и на завтра весь день гроза, молния, дождь. Весь день. Весь день. Весь день. Как в связи с вот этим что будешь делать? Надо аккуратно ехать, наверное. Буду ехать как могу. Да вообще непонятно на самом деле. Опыта-то особого участия в гонках. Особого опыта участия в мокрых гонках нет. Поэтому как бы... Гонки. Да, поэтому мы не знаем, что будем делать. Я вообще под вопросом, как бы утром завтра буду проверять состояние и принимать решения. Но мне вот сейчас этот сильный мужик сказал, что все нормально, нужно овса поесть. стартовать. Ну что, мы собрались, выехали, успешно переночевали в Инском. Дарья готова полностью. Дарья готова, готова! Вот, едем сейчас на великах, посмотрели дорогу, веломаршрут. Едем на транзитку. Все уже, ставить велики скоро. У меня, кстати, проблема. Потом расскажу. Какой-то у меня звук непонятный. Подъезжаем в бухту уже непосредственно к месту старта. Нам повезло, очень повезло снять квартиру буквально в 10 минутах от места старта в Инском. Ой, сзади машины едет. Тут в принципе движение такое, прикинь. Короче, две проблемы у меня. Первая. Колесо криво стоит. Соприкасается вот здесь. Вторая проблема. При транспортировке вот здесь вот сломались болтики. И эта штука вообще отвалилась. Сейчас прикрепили на эксцентрик, она вроде держится, но по идее, если я мощи дам, может вообще по дороге отвалиться. Теперь знаю, что делать. Что-то ремонтеров нет. Ждем. Ну, короче, просто кое-кто не поставил плотненько это сюда, поэтому оно здесь в целом сейчас уже ровно. Но риски все равно есть. Поэтому не знаю, что будем делать. Ну случится, что-то случится. Не случится, не случится. Вот и все. Всем здрасте. Доброе утро. Опять враги народа. Ну и что ты одноглазый? Алексей. Пират. Там вообще был прикол. Я предлагал ребятам глаз заклеить Ага. и с одним глазом, в гонке участвовать. Он говорит, ты дурак, на велосипеде врежешься в кого-нибудь. Ну да, это не очень.
Посмотрим, как Дима разложился. Ага. Очки вот так, это сюда. Тут сюда, тут и там. Носки. Бутылочка. А, да, инструмент точно снять я хотел. Так, ну что? Можем потом перед стартом, перед спринтом зайти и положить лицо. Надо обязательно сейчас? Все, сейчас, значит, идем, да? Босиком ходим. Тенко Владимир, город Красноярск. Стартую все 335. единовременно. Значит, с 335. пляжа круг обозначен, стоит 4 буя. Сначала поплываем их, они остаются по левую руку, оплываем их, значит, против часовой стрелки. Значит, два зеленых буя. Там правее еще есть буи, которые уже выставлены для дистанции половинка. На них не обращайте внимания, они не для вас. Оплывайте два зеленых буя, поворачивайте. В процессе видео. Всем привет. Ну что, сейчас поплывем. Ил неприятный максимально. Дно каменное, частично. Вот. Меня очень беспокоят вены Алексея, которые вздулись по всему телу. Он уже завелся максимально. Халк уже готов. Поэтому Работаем! желательно, конечно, держаться за ним, но... Давай, давай, особенно в плавании. Спортсмены, Ноги подходим на ноги перекличку садись к месту вперед. старта. Не, ну руки самое главное же освобождать. Да, а тут поэтому получается я все равно держит, плечи держит. держит плечи, у меня затекают сильно плечи. Куда нажимать? Могу сказать, что вода теплая довольно-таки. В принципе, на этом старте вода комфортная, по температуре была очень. Вообще, до последнего оказалось, что гидрокостюм могут отменить, но на последние 2 дня погода чуть-чуть постихла, и температура воды была, по-моему, около 20 градусов. Хотя изначально было 22 даже. И когда мы стартанули, я специально со своей коллегой сместился чуть вправо, потому что понимал, что темп моего плавания не очень высокий, и как будто бы нет огромного смысла толкаться со всеми. Поэтому мы сместились чуть-чуть вправо и спокойненько поплыли. Могу сказать, что на плавании я плыл спокойно, у меня ничего не отвалилось, я ровно дышал. Большим минусом этого старта были водоросли в воде. Они присутствовали, иногда ты плывешь, тебе просто шматок водорослей прилетает в глаза, и это очень стрёмно. Или когда ты гребешь рукой и загребаешь водоросли, это тоже некомфортно. Но страшновато, но в целом ничего. Особо на меня никто не наплыл, только одна девушка. Чуть-чуть немного по мне проехалась. А в целом-то я в самом начале отстал от группы вместе с Дашей, и как бы мы спокойненько плыли. Под конец я встал, начал убегать, и у меня получилось это довольно-таки хорошо. Единственное, было каменистое дно, я там чуть-чуть споткнулся, чуть не упал, но выбежал очень ровно и быстрее начал всех догонять. Там давай, Дашу догоняй. Из воды я выбежал 56-м на самом деле. Всего мужчин там было, по-моему, участников как раз-таки 57, может быть, или может быть еще меньше. Кто-то, в принципе, не вышел на старт, да. И получилось так, что я чуть ли не последний вышел из воды. Сзади меня еще было несколько девушек. Я сразу начал всех обгонять, догонять и понял, что мне нужно настигать всех. Темп по плаванию вышел примерно 2.54. Очень плохой темп. Об этом чуть позже, да. Колесо заело, блин. На первую транзитную зону по времени старта у меня ушло 2 минуты 7 секунд. Я считаю, это очень быстро, учитывая, что транзитная зона гораздо длиннее, чем на Алтае, например. И я быстро скинул гидрокостюм, заранее подготовил педали, надел на резиночки. Если у меня осталось видео, я его прикреплю обязательно. У меня не было триатлонных туфель, поэтому я закрепил просто за крутилки. И все, схватил велосипед, побежал, наступил одной ногой, если не ошибаюсь, вторую перекинул и поехал. И понял, что сразу нужно всех нагонять. Занял аэропозицию и начал, собственно, набирать темп. Велотрасса довольно-таки непростая была, очень длинная текучая горка, и подъем, я не скажу сейчас, наверное, общий, хотя в целом, мне кажется, подъем можно посмотреть сейчас. Высота, общий подъем 223 метра. То есть довольно-таки текучая горка, общий подъем получился 223 метра. Это довольно-таки, я считаю, подъем, учитывая старт, значительный, поэтому было довольно-таки тяжело. Но зато на спуске я развивал скорость там буквально до 45 км в час, до 50 в некоторых местах. Ехал на пульсе 170, я его отслеживал, ничего не принимал, кстати говоря, да. Кстати, о завтраке, да, из чего состоял завтрак. На завтрак я съел яйцо, кашку и 2 сухаря. Все. Чуть-чуть амилопектинчика перед стартом, буквально 2 глотка. Ну, собственно, и все. Ну и в процессе гонки я амилопектинчик тоже чуть-чуть попил. Вот максимальная скорость написана 52 км в час. Средняя вышла 32 по Гармину. И по результатам вышла средняя 33,64. Давай, 7-й идешь. Бля, потерял. Бля. Давай, собрался, 8-й, нормально.
Антона дисквальнут. Так что 7-й. Интересные результаты в плане обгона и настигания. Я вышел из воды 56-м. На Т1 я уже был 51-м. Ну, то есть я закончил первую транзитную зону 51-м. То есть я 5 обогнал на транзитной зоне. Первый круг вела 40, я уже 48-й, второй круг я 44-й. Велогонку я завершил 40-м уже. Т2 я завершил 37-м и бег я завершил 22-м. То есть я обогнал 34 человека, получается. Вроде как побеждаешь даже. Нет, вторая. Все хорошо, давай. Я буду на развороте. Я подъезжаю к последнему кругу. Заранее то, что мы отрабатывали, выстегиваю педали, спешиваюсь, выставляю ногу вперед, до границы спрыгиваю эффективно, бегу дальше, прохожу в Т2 за минуту 0,8. Тоже довольно-таки неплохой результат, я считаю. Получилось, что велоэтап за 35 минут 47 секунд получился, 20 километров. Со скоростью 364, как я сказал уже. Ну и мы выходим на бег. Бег очень тяжело. Я начал примерно по 4 минутки, мне кажется, 4:10, 4:20 даже, может быть. Я понимал, что первые 500 метров или километр будет тяжело, нужно раздышаться, потому что дыхание спирала, пульс был, наверное, ну, довольно-таки на пределе, скажем так. Кстати, все тренировки этапа можно посмотреть на Страве, они отдельно выгрузились. И получилось так, что первый километр я, наверное, разбегался, и потом уже вышел на свой рабочий темп. Примерно 3:54, и я остался бежать. На беговом этапе тоже были горки, тоже было в этом плане тяжеловато. Но ничего, я начал всех обгонять, не нагонять, и понял, что на 170 бежится в целом-то и неплохо. Если проанализировать мою посмотреть тренировку по Гармину, именно бег, у меня показывает по Гармину 3:54 темп. По стартовому времени почему-то средний показывает 4. Вообще подъем 25 метров. Наверное, это потому, что были и подъемы и спуски. Максимальная высота 200 метров показывает. Бег. Что? Я сразу обратил внимание на ширину шага. Старался ее делать максимально, хотя показывает у меня здесь 1:46. Это не так много. Но в целом-то неплохо, кстати говоря. Средняя частота шагов вышла 175. Тоже неплохой показатель. Средняя частота пульса на беге 172 удара. Максимально 184. В общем, после километра где-то я начал уже конкретно топить, начал подавливать и начал обходить людей один за другим. И в целом-то это все мне давалось довольно-таки, ну, скажем так, легко. Я вообще понял, что мог, скажем так, бежать еще быстрее. То есть я мог увеличить темп, бежать там, по 3:45, например, по 3:40, потому что у меня был запас по пульсу. То есть, но я почему-то по какой-то причине этого не сделал, потому что, наверное, было тяжеловато по ощущениям. Ну что, итого я финишировал 22-м, результат не очень, учитывая, что мои коллеги позанимали места призовые, у них там плавание по 12 минут. Финишировали. Время не очень, расскажу позже. Антон вообще что-то дал жару. Химия вся решает. Наелся И химии? плавание. Что съел реально? Просто обосрался. Нитраты какие-то. Арбуз нитратный. Арбуз нитратный? В смысле, обычно арбуз купил? Ну, рано еще для арбузов, только нитратные. Нитратные. Надеюсь, конечно. У меня закололо на втором. Блин, ну, фризы жалко. Я думаю, Рустам догоняет, надо прибавить, прибавил. А, все. Дима тоже дал вообще. обогнал. Очень быстро. А вообще, Сколько времени? Час 15 вышло? вот здесь один человек. Вообще. Я плавание не знаю. Что произошло у опытного мужика? Опытный механик не помог, и опытного мужика вообще. получился срыв на велике. Короче, заклинило, да? Заклинило переднее колесо, но мучился всю дистанцию ехал, вот просто мучился. Это была тренировка плохо. Сереге написал, что у тебя пошло. Вот человек, смотрите, человек ехал всю дорогу на колесе. Зажатым, что ли? Зажатая, короче, зажатая полностью вот здесь вот. Попробуй. Да я понял, я вижу. 20 километров. Ну чё, 2400 выдал там, да? если бы расцепил, то нормально Я сцепил, в том-то и дело. Я даже вот так вот ехал по дороге, думал, ну что, колодки, может, как-то, что-то, на беспокойство. А я это... Я в шоке просто. Ты иди ему тыкни. А? Чё там, говорит? Ну, 8 минут потерял на велике. Предлагаю веломеханика менять. Это мы обсудим попозже. Извиняюсь. У меня отставание 8 минут. 8 минут на спринте настигнуть за счет велосипеда и бега довольно-таки тяжело. Как ни крути, все равно, если уж так подсчитывать показатели именно по сколько я настиг, да, если я с 56-го, ну, получается, если 56-е место там, ну, с 56-го, например, час 43, там, вот завершающее время, то я закончил за час 20, довольно-таки хорошо. Спринт на Алтай, я напомню, что я заканчивал со временем час 24, но трассы сравнивать совершенно нельзя, как оказывается. Могу сказать, что увеличился темп. Ну, опять же, темп тоже тут не сравнишь, потому что есть подъем, погодные условия, ветер и что еще. В целом можно, наверное, сравнивать по состоянию. Я понял, что мне нужно еще сегодня работать над плаванием, и, скорее всего, пока не прокачаю плавание к 2 минутам, что-то такое, да, как бы особого нет смысла в стартах, потому что я очень сильно отстаю, и я не могу потом преимущество отыграть это. Возможно, на половинке преимущество, ну, то, что я проеду
вел как все в среднем, я его так еду, а бег чуть-чуть сильнее, чем у других, может быть, будет, да, я могу отыграть что-то, но я слишком много проигрываю на плавании, как ни крути. Именно поэтому я сейчас беру курс на то, чтобы сократить свой темп своего плавания, мне нужно выиграть 50 секунд на 100 метров, то есть и нужно заниматься силовыми, заниматься с тренером, я очень сильно замотивирован для того, чтобы сделать результат именно в этом. И вы будете за этим наблюдать, я считаю, это очень круто, я постараюсь с ним делиться, и мы постараемся вместе с вами сделать именно темп около 2 минут на 100 метров вместо темпа 2.54 на 100 метров. Кстати, по ощущениям получилось очень хорошо, если я на Алтае еще плыл криво, как когда плывешь перекладкой, или вообще как-нибудь заваливая руки просто, да, то здесь я уже плыл правильно. И получается, что я в целом-то не устал, ничего не болело у меня, и мне кажется, я мог бы проплыть еще столько же, может быть, 1.9 даже, но темп никудышный, конечно, тоже, учитывая то, что меня все обогнали, да и, в принципе, темп для таких соревнований такой себе. Интересно, что нас определили, согласно положению, нас определили в группу группу от 30, определили в группу 34, хотя мне 29 на данный момент, но там в положении есть пункт, что отражение определяется на 31.12.2022. Поэтому получилось, что я в группе старше был. Если бы я был в своей, то я занял бы там 3-е место, например. Опять же, могу понять организаторов, потому что конкуренция чем старше, тем выше, но при этом всем я в целом не сильно разочарован. Что касается моих одноклубников. У нас вот Антон Осипов показал очень классный результат, пришел 5-м, в группе своим 2-м. Час 13 у него получился. Дима Иваченко тоже в своей группе пришел 3-м. 2 призовых места для клуба, я считаю, шикарно. Ну и Кира, конечно, она пришла 2-я в абсолюте. Ну, то есть, я считаю, это вообще потрясающий результат. Но на плавании она проплыла за 13 минут. 13 минут 55 секунд, это, конечно, вообще потрясающий результат. У нее получилось час 20, и она заняла 2-е место. Молодец, конечно. Вот. В целом-то как-то вот так, итоги какие-то такие, история. Постараюсь дать какие-то дополнительные комментарии, задавайте вопросы. Вместе будем проходить этот путь. Скоро будем готовиться к половинке. Но сначала нужно поработать, конечно, над плаванием. В целом все. Всем спасибо. Пока-пока.